Хотя его подруга детства обещала выйти за него замуж, когда они вырастут, эта стерва бросила его. Теперь он стал несчастным неудачником и вместо того, чтобы ходить в спортзал, начал изучать боевые искусства. Однажды, возвращаясь домой, тренированный Кун решает проучить нескольких обидчиков и избивает Куна, в результате чего все внутри него умирают. Открыв глаза, он обнаруживает, что находится в другом мире в теле бедного сироты по имени Рио и вспоминает свою прошлую жизнь как сон. Внезапно дверь в его дом открывается, и туда валивается банда головорезов с мешком. Они смеются над Рио, потому что он все еще жив, хотя казалось, что он умрет от лихорадки. Они садятся есть, но говорят Рио, чтобы он вышел и помылся, потому что от него воняет сильнее, чем от их трусов, которые не стирали несколько месяцев. Рио знает, что он на самом дне, поэтому подчиняется и выходит. Пока он моется, воспоминания о его прошлой и настоящей жизни борются в его голове, вызывая сильную головную боль. Он вспоминает, что в этой жизни жил с матерью, но однажды ее убили, и с тех пор он сирота. Внезапно к нему подходит группа девушек и спрашивает, не видел ли он здесь девушку с фиолетовыми волосами. Рио отрицает, что видел что-то подобное, а затем одна из девушек с серебристыми волосами подходит к нему и представляется как Селия. В отличие от своих коллег, она хорошо относится к Рио и расспрашивает его о трущобах. Он говорит ей, что если они будут носить такую красивую одежду в трущобах, то их схватят и отправят на остров Эпштейн. Селия прислушивается к его совету и решает проверить с помощью магии, нет ли поблизости девушки с фиолетовыми волосами. Но она обнаруживает, что Рио переполнен магической энергией, что очень странно для мальчика из низшего сословия. Она не чувствует никаких других следов магии и решает отправиться в трущобы, чтобы разузнать побольше. Она благодарит Рио за информацию, которую он им дал, и вручает ему мешочек с деньгами. Рио был удивлен такой щедростью и быстро повесил мешочек на шею, а затем вернулся домой. Но как только он вошел, на него напал невидимый убийца, но, к счастью, деньги буквально спасли Рио жизнь. Рио оглядывается и видит, что все мужчины, которые жили с ним, отправились на тот свет, а убийца в маске собирается отправить туда и его. Рио пугается и отступает в угол, но прежде чем убийца успевает напасть на него снова, перед ним появляется женщина в белом и говорит, чтобы он использовал свою магию. Она наделяет его магическими способностями и исчезает, а убийца снова нападает на Рио. Но Рио использует свои боевые навыки, полученные в прошлой жизни, и бьет убийцу кулаком в лицо. Убийца использует свою магию, чтобы защититься, но Рио уворачивается и бьет его ногой в лицо, а затем ломает ему руку. Это задевает самолюбие убийцы, и он бросается на Рио в отчаянной попытке отомстить, но снова терпит поражение. После того, как Рио вырубает парня, он замечает какое-то движение в мешке, который принесли его товарищи. У него плохое предчувствие, и, открыв мешок, он находит там девушку с фиолетовыми волосами. Девушка напуганная и растерянная говорит Рио, что если он вернет ее отцу, то получит огромное вознаграждение. Затем она теряет сознание, увидев вокруг себя мертвых мужчин, и Рио решает отвезти ее в безопасное место. Он выносит ее на улицу, где его находят Селия и остальные. Одна из девушек дает Рио пощечину, обвиняя его во лжи, ведь на самом деле он похитил ее сестру. Рио пытается объяснить, что он спас девушку, но эта тупица ничего не хочет слышать. Вмешивается пожилая женщина по имени Ванесса и говорит Рио, что ему нужно явиться во дворец, потому что девушка с ним сама принцесса. И они не поверят его словам, пока принцесса не очнется и не даст показания. Она обещает хорошо с ним обращаться, но вместо этого его передают в руки палачу, который решает пытать Рио, чтобы тот признался в причастности к похищению принцессы. Рио говорит ему, что он не сделал ничего плохого, но Инсул продолжает избивать его, чтобы скрыть тот факт, что принцессу похитили из-за его некомпетентности. С другой стороны, принцесса вскоре приходит в себя и рассказывает Ванессе и Селии, что Рио действительно спас ее. Они спешат вытащить его из тюрьмы и обнаруживают, что капитан Малый Дикий избил его до полусмерти. Они говорят этому придурку, чтобы он немедленно отпустил мальчика, потому что он спас жизнь принцессы, и Рио теряет сознание, как только падает на землю. На следующий день он просыпается в удобной постели, рядом с ним Селия. Она извиняется перед ним за то, что произошло в тюрьме, и объясняет, что король хочет поблагодарить его за спасение жизни своей дочери, поэтому ему нужно подготовиться к встрече с ним. Рио решает не подавать в суд на королевскую семью за то, как с ним обращались в тюрьме, и вместо этого просит Селию научить его манерам, чтобы он мог предстать перед королем. На следующий день он грациозно входит в королевский дворец. Король благодарен за то, что Рио спас его дочь, и в качестве награды разрешает ему поступить в Королевскую академию, хотя он всего лишь уличный мальчишка. Селия ведет его в класс, потому что, хотя ей всего 12 лет, она обладает интеллектом уровня Тони Старка и уже стала учительницей в академии. Рио говорит ей, что он даже не умеет читать и писать, и она просит его стараться изо всех сил и прийти к ней в комнату позже на дополнительные занятия. В классе Рио сталкивается с насмешками, потому что, хоть этим избалованным дворянам и не нравится, что в их кругу учится уличный мальчишка, они не могут открыто это демонстрировать. Ведь король лично разрешил ему учиться в академии.
Как только Рио узнает, что означают буквы и цифры, он тут же демонстрирует свои навыки в математике, чем поражает Салли. Она спрашивает, как он научился так хорошо считать, если даже не умеет читать, и Рио вспоминает свою прошлую жизнь, когда он был студентом колледжа. Но говорит, что его научила этому мама. Селия больше не поднимает эту тему, и они пьют чай, а потом Рио просит у нее книжки с картинками и цветные карандаши, чтобы выучить алфавит. После этого ученики идут на физкультуру, где строгий учитель замечает, что Рио гораздо более умелый, чем кажется. Он просит Рио напасть на него любым способом, и Рио тут же принимает стойку японского фехтовальщика, которую выучил в прошлой жизни. Все поражены, потому что никогда такого не видели, и смеются над ним. Но Рио использует знания и навыки из прошлой жизни и впечатляет учителя, который говорит, что из него выйдет отличный рыцарь. Но Рио отвечает, что его не интересует рыцарство. Позже Рио усердно учится, потому что хочет хорошо сдать промежуточные экзамены. После того, как он сдает экзамены и выходит из класса, он видит всех своих друзей, и это внезапно напоминает ему о его влюбленности в прошлой жизни. Сердце Рио сжимается от этих воспоминаний, и он пытается убедить себя, что он не Хару, поэтому не должен переживать из-за разбитого сердца. Через несколько дней объявляют результаты экзамена, и все не могут в это поверить. Потому что Рио занял первое место вместе с принцессой Кристиной, старшей сестрой принцессы, которую он спас. Пока все сомневаются, один завистливый придурок по имени Альфонс обвиняет Рио в жульничестве. Он заявляет, что собирается подать на него жалобу. Но Кристина и ее подруга говорят ему, чтобы он перестал вести себя как идиот, потому что у него нет доказательств, что Рио жульничал. Они смирились с шокирующим результатом, а потом туда приходит Селия, чтобы подтвердить, что Рио получил самые высокие баллы благодаря своему упорному труду. Позже Селия зовет его к себе в комнату, чтобы поздравить, но она также беспокоится, что высокопоставленные дворяне продолжат издеваться над ним, потому что он лучше их. Она говорит, что с ней такое случалось, но у нее были друзья, которые ее поддерживали. Рио отвечает, что у него есть она, и Селия краснеет от смущения. Прошло 5 лет с тех пор, как он поступил в академию, и у Рио только начался переходный возраст. Однажды инструктор по фехтованию выбирает нескольких студентов для предстоящего турнира, и Рио входит в тройку лучших. Завистливый придурок Альфонс отказывается принять это решение, но инструктор спрашивает его, кто его об этом просил. Наступает день боя, и Рио встречается с тем придурком, который издевался над ним за преступление, которого он не совершал, Чарльзом. Из-за этого инцидента его понизили в должности, и он винит в этом Рио, поэтому видит в этом шанс отомстить и сражается с Рио изо всех сил. Однако Рио спокойно отражает его атаки, а когда видит возможность, одним быстрым ударом обезоруживает Чарльза. Чарльз в ярости от того, что его унизили перед толпой, и говорит судье, который ведет поединок, что он рыцарь и должен достойно принять поражение. В конце концов, Чарльзу ничего не остается, кроме как признать свое поражение. Через несколько дней студенты отправляются в лес на практическую оценку своих навыков. Им предстоит пройти через лес с труднопроходимой местностью и монстрами низкого уровня, чтобы добраться до цели как можно быстрее. Рио в группе, в которую входит Альфонс, его друзья, обе принцессы и несколько старшекурсников. Альфонс, командир отряда, и его лакей получил информацию о лесах от рыцарей, которые служат его семье. Альфонс уверен, что они доберутся до цели за полдня, и все с ним соглашаются. Он дает Рио задание нести сумки всех, говоря, что это лучшая работа для неудачника, который даже не умеет пользоваться магией. Рио соглашается без возражений, а принцесса Флора, которая его спасла, чувствует себя неловко. Она даже пытается помочь, но Рио говорит, что с ним все в порядке. Когда группа проходит через лес, появляется стая гоблинов, но Альфонс и его люди быстро их побеждают. Они гордятся своими действиями и думают, что Рио неудачник, который смотрит в другую сторону, не подозревая, что он почувствовал присутствие могущественного врага, который стоял за похищением Флоры. Группа идет через лес, и путь приводит их к обрыву. Они останавливаются, и Альфонс смущается перед всеми. Они решают найти другой путь, но вдруг рядом с принцессой падает копье. Они оглядываются и видят орков, которых здесь быть не должно. Орки начинают атаковать их копьями, и пока ученики пытаются их сдержать, лакей Альфонса, Стюарт, получает ранение и начинает плакать как маленький. Он натыкается на Флору и сталкивает ее с обрыва, но, к счастью, Рио успевает среагировать. Он быстро спрыгивает с обрыва, хватает ее и с помощью магии ветра поднимает обратно в безопасное место, а сам падает вниз. Пока ученики наверху сражаются с орками, Рио благополучно приземляется внизу. Хотя он не может использовать магию, как все остальные, он может инстинктивно пользоваться ею благодаря эфирной девушке,
которую он увидел в свой первый день в этом мире. Он поднимается обратно, думая, что будет подозрительно, если он выживет после падения. Он прячется в кустах, когда слышит, как Альфонс и Стюарт обвиняют его в падении Флоры. Флора пытается возразить, но ее никто не слушает, и говорят, что Рио получил по заслугам за то, что подверг ее жизнь опасности. Они решают идти к своей цели, и Флора спрашивает, собираются ли они просто оставить Рио умирать здесь. Но тут внезапно из ниоткуда появляется гигантский Минотавр и бросается на них. Маги и воины пытаются атаковать его, но он слишком силен, чтобы его можно было ранить. Минотавр отбрасывает нескольких воинов, напавших на него, и все остальные в ужасе разбегаются. Альфонс поворачивается и убегает, и все следуют за ним. Но добрая Флора подбегает к одному из своих раненых одноклассников и начинает его лечить. В этот момент на нее нападает Минотавр. Она в ужасе, но, к счастью, Рио снова приходит на помощь и отрубает монстру руку, чтобы спасти ее. Он говорит ей бежать, а сам вступает в бой с чудовищем. Монстр силен и быстр, но Рио уворачивается и блокирует все его атаки, а когда появляется возможность, он наносит удар и отрубает монстру голову. В этот момент остальные одноклассники находят Флору, и Рио решает незаметно уйти. Таинственный человек, который послал Минотавра, впечатлен его навыками и решает следить за ним. Даже после спасения всей группы он знает, что его обвинят в том, что он подверг Флору опасности, потому что благородные ублюдки не признают своих ошибок. Он знает, что никто его не послушает, поэтому решает бросить учебу в академии и уехать на родину своих родителей. Но прежде чем уехать, он в последний раз хочет увидеть Селию, потому что она была его единственным другом в королевстве. Она тоже беспокоилась о нем, потому что слышала кое-что о том, что произошло, но когда узнает правду от Рио, приходит в ужас. Она знает, что вы с ней ничего не сможете сделать, и с тяжелым сердцем готовится попрощаться с ним. Рио обещает писать ей письма под вымышленным именем и однажды вернется, чтобы встретиться с ней. Рио бежит по лесу целых 3 дня и добирается до города, где еще не расклеены его портреты. Он думает, что здесь сможет пополнить запасы для путешествия, но вдруг чувствует, что за ним кто-то идет. Он оборачивается, но никого не видит, и думает, что это, наверное, просто паранойя. Он идет на рынок и с удивлением обнаруживает, что там продают лапшу. Он узнает, что в этом мире лапшу придумал губернатор этого города, а еще в другой части города продают мясные булочки в японском стиле. Это наводит Рио на мысль, что в этом мире могут быть и другие люди, которые переродились. В любом случае, он идет в торговую гильдию, и его встречает голубоволосая девушка по имени Лот. Она просит его оставить капюшон и меч на стойке, потому что их нельзя проносить внутрь, и удивляется, увидев черные волосы Рио. Затем она ведет его в супермаркет, где Рио покупает много продуктов для путешествия, в основном спагетти, потому что их легко хранить и готовить. Лот угощает его чаем и спрашивает, не из благородных ли он. Рио весело болтает с ней, а потом просит отправить письмо Селии от его имени, назвавшись Хару, своим прежним именем. Покинув город, он снова отправляется в путь через лес и видит лежащую на земле девушку. Рио подбегает к ней, чтобы проверить, все ли с ней в порядке, но оказывается, что это наемная убийца, которая стреляет в него отравленным дротиком. Каким-то образом Рио уворачивается от дротика, но яд уже начал действовать, и у него кружится голова. Девушка-зверь поднимается и заявляет, что убьет его, но Рио использует магию, чтобы нейтрализовать яд. Девушка-зверь ошеломлена этим и атакует его ножами, но он легко уклоняется от всех ее атак, а затем контратакует. Девушка быстро забирается на ветку дерева и с помощью магии увеличивает свои физические способности, что удивляет Рио, ведь она и так была очень быстрой. Он бросается на нее, чтобы не дать ей возможности напасть на него, и держит ее под давлением. Ему удается подойти к ней поближе, и он сбивает ее с ног. Он прижимает ее к земле, и девушка вдруг начинает плакать и звать маму. Не зная, как ее успокоить, Рио использует магию, чтобы усыпить ее, а затем забирает все ее оружие. Он в шоке, когда видит на ее шее рабский ошейник и понимает, что ее заставили делать чужую грязную работу. Он использует свою магию, чтобы снять ошейник, пока девушка все еще без сознания и видит странные сны. На самом деле она была той девушкой из автобуса, которая попала под поезд, а когда она очнулась в этом мире, то стала девушкой-зверем по имени Латифа. Она была рабыней жалкого придурка Стюарта, который издевался над ней с помощью ошейника. Когда Латифа просыпается, она боится Рии, думая, что он убьет ее. Но когда он показывает ей снятый ошейник и говорит, что ей больше не нужно выполнять чьи-то приказы, она плачет от облегчения. Затем она объясняет, что отец Стюарта заставил ее убить Рио, и он думает, что ее история звучит правдоподобно. Он спрашивает, собирается ли она убить его, и Латифа отвечает, что не собирается. Рио верит ей и освобождает от оков, говоря, что теперь она может идти куда захочет. Он знает, что зверолюдей и полулюдей в этом королевстве считают рабами,
поэтому говорит, что если она пойдет на восток, то найдет таких же, как она, и будет жить нормально. По совпадению он тоже направляется на восток, поэтому Латифа идет за ним. Он пытается отговорить ее, говоря, что все еще не доверяет ей, и тогда Латифа достает ошейник и просит его надеть ей на шею, чтобы он мог ей доверять. Рио удивляется и говорит, что она глупая, а Латифа плачет и говорит, что не хочет быть одна. Рио сдается и принимает ее в качестве своего напарника, и они отправляются в путь вместе. Ночью Рио разбивает лагерь в горах и решает приготовить спагетти, и, к его удивлению, Латифа узнает их и говорит, что уже ела их раньше. Рио удивляется, потому что рабы вряд ли едят пасту, и Латифа называет ее спагетти, а не пастой, как принято в этом мире. Позже той же ночью его подозрения подтверждаются, когда Латифа начинает плакать во сне и говорит, что хочет вернуться домой в Токио. Рио понимает, что она тоже попала в этот мир, как и он, и решает позаботиться о ней. На следующее утро Латифа в смятении обнаруживает, что прошлой ночью она клонировала Рио, но она также начинает замечать сходство между ним и Хару. Они долго путешествуют по разным местам, прежде чем оказываются в лесу с гигантским деревом посередине. Однако только Рио видит это дерево, а Латифа нет. Он задается вопросом, не спрятано ли дерево с помощью какой-то магии, и решает это проверить. Когда они заходят в лес, Латифа чувствует незнакомые запахи, поэтому Рио решает разбить лагерь пораньше. Позже, когда он пытается успокоить Латифу, костер внезапно гаснет, и когда Рио выходит проверить, что случилось, он видит огромного волка, который смотрит на него. Волк ярко светится, и Рио на время слепнет от этого света. Он даже не понимает, что происходит, потому что его окружают 4 девушки-получеловека, которые думают, что он пришел, чтобы причинить им вред. Рио пытается с ними поговорить, но они не слушают и вместо этого нападают на него. Он использует свою магию, чтобы восстановить зрение, и пытается объяснить, что не хотел причинить им вреда, одновременно отбиваясь от их атак. Лидер группы готова с ним поговорить, но 2 девушки находят Латифу в палатке. Они думают, что Рио похитил ее и усыпил с помощью магии, и это всех злит. Девушка из Уэйна яростно нападает на него, не давая ему возможности объяснить, что он хороший парень. Они говорят ему, что его арестуют и будут допрашивать, пока девушка не очнется, и Рио думает, что если бы ему давали по 5 центов каждый раз. Когда его обвиняли в похищении после того, как он спас девушку, у него было бы уже 10 центов, что не так уж много, но странно, что это случилось дважды. Он продолжает оправдываться, но вдруг его нога попадает в магическую ловушку, которую использовала одна из девушек, и он теряет сознание от магического удара. Во сне Рио видит себя в ярко-голубом море, и рядом с ним появляется прекрасная девушка. Он спрашивает, кто она, но она ничего не помнит о себе. Однако она знает, что принадлежит только Рио, и скоро они снова будут вместе. Она обнимает его и исчезает, а потом Рио видит свою возлюбленную из прошлой жизни. Он зовет ее во сне, пока его держат связанным в постели, а 2 получеловеческие девушки наблюдают за ним. Как только он просыпается, Латифа врывается в комнату и бросается к нему. Она крепко обнимает его и плачет, что испугалась, когда не нашла его, когда проснулась. Она вдруг начинает волноваться, увидев, что он прикован к кровати. И тут в комнату входят вчерашние девушки и пожилая женщина. Старушка сразу понимает, что произошло, и извиняется перед Рио за то, как с ним обращались девушки. Девушки тоже падают на колени и просят прощения, а Рио говорит, что все в порядке, недоразумение уже разрешилось. Старуха Левин говорит ему, что завтра старейшины соберутся, чтобы принести ему официальные извинения, и сегодня он должен будет остаться в этой комнате. Она приказывает девушкам снять с него цепи и велит ему хорошенько отдохнуть, а сама уходит, чтобы заняться другими делами. На следующий день старуха ведет его на встречу с 2 другими старейшинами. Они поднимаются по лестнице, которая обвивает огромное дерево, но оно все равно кажется маленьким по сравнению с тем, что виднеется вдалеке. Рио спрашивает об этом женщину, и она говорит, что это мировое древо. Она говорит Рио, что на него наложена иллюзия высокого уровня, так что никто не может его увидеть, если не разбирается в духовной магии. Рио понимает, что его уникальная магия на самом деле называется духовной магией. Они подходят к залу совета, где встречают старого эльфа и гнома. 3 старейшины приносят официальные извинения, и Рио говорит, что это было просто недоразумение. Старейшины хотят отблагодарить его за то, что он освободил Латифу, и не знают, что может понравиться человеку. Рио просто хочет, чтобы они позаботились о Латифе, но поскольку она привязалась к нему, он просит разрешения остаться в деревне на некоторое время. Старейшины с радостью соглашаются и спрашивают, нужно ли ему что-нибудь еще. Рио просит научить его духовной магии, а также рассказать о полулюдях, и они с радостью соглашаются. В этот момент в комнате появляется зеленоволосая дух, и старейшины тут же кланяются ей. Они сообщают Рио, что это зеленая женщина Дриес, дух мирового древа, которому поклоняются как богине в их деревне.
Дриас очень заинтересовалась Рио, потому что почувствовала в нем присутствие духа. Она спрашивает, заключил ли он контракт с каким-нибудь духом, и Рио отвечает, что ничего такого не помнит. Дриас решает получше его рассмотреть и прикасается к его лицу, чтобы заглянуть в его душу. Она удивлена, когда сообщает ему, что внутри него находится дух в человеческом обличье. Все шокированы, и Рио спрашивает, так ли это важно. Дриас объясняет, что только духи высшего и второго высшего класса могут принимать человеческий облик. Сама она дух второго высшего класса, но к ней относятся как к богине, и она считает, что дух, спящий внутри Рио, может быть одним из 6 сильнейших духов, которые исчезли после войны с демонами много веков назад. Рио спрашивает, есть ли в этом проблема. Андреас объясняет, что единственное, что он теряет, заключая контракт с духом такого уровня, это способность использовать магию, а все остальное остается прежним. Однако для жителей деревни, которые поклоняются духам, это меняет все. 3 старейшины говорят Рио, что отныне будут считать его святым и обращаться с ним по-особенному. Рио соглашается и идет в свой новый роскошный дом, где его с нетерпением ждет Латифа. Девушки, которые напали на него, тоже там, и они говорят, что хотят искупить свои грехи, живя вместе с ним и служа ему всем, что у них есть. Рио не нравится эта идея, но тут появляется пожилая женщина и объясняет, что девочкам нужно узнать больше о людях, поэтому он должен позволить им остаться у него. Она говорит, что у Латифы должны быть люди, на которых она может равняться, и Рио решает оставить девочек у себя. В это время недалеко от леса таинственный человек посылает Минотавра за яйцом виверны, которое Рио украл из пещеры страшного чудовища. Он говорит новому рекруту, что они используют это яйцо, чтобы усилить свою армию, но на самом деле у него другие планы. Тем временем Рио и Латифа идут к Дриасе, чтобы она благословила их поцелуем и официально приняла в деревню. Когда церемония заканчивается, начинается праздник. Девочки пытаются напоить Рио и залезть к нему в штаны, но он осторожен с ними. Девочки уходят за выпивкой, и тут появляется пожилая женщина. Они говорят о том, что Латифа теперь часть деревни, и Рио говорит, что будет трудно сказать ей, что завтра он уедет. Пожилая женщина благословляет его, и он выводит Латифу на прогулку, пока в деревне празднуют. Он спрашивает, нравится ли ей здесь жить, и Латифа отвечает утвердительно. Тогда Рио говорит, что скоро уедет из деревни, и Латифа говорит, что поедет с ним. Рио говорит, что не может взять ее с собой, потому что путь впереди очень опасный и неизведанный. Латифа с криком убегает, а Рио остается один. В это же время Драйса чувствует, что несколько виверн проникли за барьер, окружающий дерево. Она тут же отправляет команду на поиски нарушителей вместе с девушками, которые находят новобранца с яйцом виверны. А таинственный мужчина тем временем находится в пещере виверны и крадет все яйца, пока они ищут одно. Девушки нападают на мужчину, спрашивая, кто он и что делает на их территории. Им также любопытно, что это за огромное яйцо, но вместо ответа на их вопросы он берет Грифона и улетает в направлении, которое ему указал хозяин, то есть в сторону деревни. Девушки нападают на него, но не могут его одолеть. Вместо этого появляется стая виверн и присоединяется к драке. Девушки решают разделиться и не дать вивернам навредить деревне, но тут злодей использует магический артефакт, чтобы избавиться от новобранца, так как его роль окончена. Он падает с крана и разбивается о землю рядом с Латифой, которая подходит посмотреть, что случилось. Она в ужасе видит мертвое тело и разбитое яйцо с детенышем виверны, который лежит в критическом состоянии. Прежде чем она успевает понять, что происходит, появляется черная виверна, и Латифа в ужасе кричит. В это же время Рио добирается до деревни, где все в панике бегут в безопасное место. Он не находит там Латифу и спрашивает старейшину гномов, что происходит. Тот рассказывает ему о нападении виверн, и тут Рио слышит крик Латифы. Он бежит к ней, в то время как одна из полулюдей девушек изо всех сил пытается защитить Латифу. Она призывает дух волка и льва, чтобы атаковать виверну ледяными и огненными ударами. Думая, что виверна ослабла, она атакует ее своим молотом, но виверна отбивает удар крыльями. Она говорит Латифе, что нельзя позволить ветру добраться до деревни, поэтому они пытаются отвлечь виверну. Но путь Латифе преграждает упавшее дерево, и она не может увернуться от огненного дыхания виверны. К счастью, Рио вовремя появляется и защищает ее. Он уносит ее в безопасное место, а затем нападает на черную виверну. Ему удается ударить ее кулаком, и виверна решает выдохнуть на него огонь. Рио использует магию ветра, чтобы остановить огненное дыхание, но виверна снова выдыхает огонь. На этот раз Рио бросает огненный шар ей в пасть, а затем сильно бьет по голове, чтобы закрыть пасть, пока огненный шар взрывается внутри. Этой комбинированной атакой он убивает виверну, которая пришла сюда за своим детенышем. Но, конечно, всем плевать на это. Остальные виверны улетают, увидев, что их лидер убит, и в деревне снова воцаряется мир.
Оставшиеся разведчики и воины тоже присоединяются к Рио, и они возвращаются в деревню. На следующий день Латифа смиряется с тем, что Рио уйдет. Она говорит ему, что всегда знала, что он уйдет, но боялась, что он никогда не вернется. Она плачет и обнимает Рио, когда он обещает, что обязательно вернется к ней. Он говорит ей, что отправляется на родину своих родителей, о которой ничего не знает, и в ответ Латифа решает рассказать ему свой секрет. Она говорит ему, что переродилась в этом мире, думая, что он не поверит ей, но Рио говорит, что он такой же, как она. Она потрясена, услышав это, и Рио говорит, что раньше не говорил ей правду, потому что не хотел снова жить прошлым. Тогда Латифа обещает стать сильной, пока будет ждать его здесь. Вскоре Рио прощается со всеми. Старейшина гномов дарит ему особый меч и плащ из шкуры убитого им виверна. Совы дают ему различные зелья и лекарства, а зверолюди – еду и напитки. Рио говорит, что ему тяжело все это нести, и тогда старейшина эльфов дает ему особый браслет, который служит магическим хранилищем. Рио благодарит всех и обещает, что прибежит на помощь, если она им когда-нибудь понадобится, а затем спешит к своей цели. После двухнедельного путешествия Рио наконец-то добирается до деревни Ягумо, откуда родом его отец и мать. Он проходит мимо рисовых полей и видит, что у всех такие же черные волосы, как у него. Он замечает двух девушек и спрашивает, можно ли ему встретиться с главой деревни. Одна из девушек по имени Рури говорит, что ее бабушка глава деревни и ведет его с собой. А ее подруга промокла до нитки, пока работала на рисовом поле, и теперь смотрит на Рио. Вскоре Рио приходит в дом пожилой женщины, которая приветствует его и спрашивает, что ему нужно. Рио говорит ей, что его родители жили в этой деревне много лет назад, и он пытается узнать, есть ли у него здесь родственники. Когда старушка слышит имена его родителей, она тут же велит своим внучкам возвращаться на поле, потому что не хочет, чтобы они слышали ваш разговор. Рори жалуется, что как раз собиралась узнать что-то интересное, но тут старушка выпроваживает ее с подругой, а потом просит Рио рассказать ей о его родителях. Он говорит, что его отец умер, когда он был еще младенцем, и мама растила его одна, пока ее не убили. Рио говорит, что обещал вернуться в деревню с мамой, и теперь единственное, что он может сделать, это устроить им достойные похороны на родине. Услышав это, старушка сообщает Рио шокирующую новость. Она говорит, что она мать его отца и его бабушка. Что касается похорон, она говорит, что они уже давно прошли, и могилы его родителей здесь. Она ведет его к могилам на холме и, отдав дань уважения, объясняет, что родителям Рио пришлось уехать из деревни по какой-то тайной причине, и они сделали для них могилы, потому что не думали, что они вернутся. Она не может сказать Рио, почему они уехали, но говорит, что если он останется в деревне, она расскажет ему об этом. Рио ошеломлен, но подумав, что старушка его бабушка, решает остаться с ней. На следующий день он встает рано и помогает бабушке и своей двоюродной сестре Рури приготовить завтрак. Им нужно больше воды для рагу, потому что они ждут гостей, и Рури говорит, что может набрать воды из контейнера, который они наполняют с помощью магии. Рио удивляется, что они тоже умеют пользоваться магией, и демонстрирует свое умение, нагревая воду. Позже к ним на завтрак приходит Сайо и ее старший брат Шин. Сначала Шин немного настороженно относится к Рио, но попробовав приготовленную им вкусную еду, сразу проникается к нему симпатией. После этого пожилая женщина просит Шина отвезти Рио к деревенскому охотнику, чтобы тот помог ему. Шин спрашивает, пригодится ли на охоте парень, который умеет готовить, но женщина говорит, что Рио может быть намного сильнее его. Шин ведет его на охоту, где Рио показывает свое мастерство в стрельбе из лука, и Шин начинает ревновать. После охоты Рио обнаруживает, что он весь в грязи, поэтому строит себе баню, но разрешает всем ею пользоваться. Рури и Са радуются, а Шин злится еще больше. Рио продолжает помогать деревне, и через несколько месяцев, когда урожай собран, его бабушка спрашивает, не хочет ли он поработать охранником, когда они повезут урожай в город на продажу, и он соглашается. В этот момент он слышит и видит, как несколько жителей деревни бегут на помощь к 3 мужчинам из соседней деревни, которые дерутся с Шином. Лидер этой группы – сын главы соседней деревни, и он выглядит как настоящий извращенец, когда увивается вокруг Рури и Са. Шин говорит ему, чтобы он отстал, но этот придурок продолжает насмехаться над ним, говоря, что его сестра созрела для сбора урожая. Шин замахивается, но придурок его останавливает и душит. Прежде чем он успевает сказать сильнее «папочка», приходит бабушка Рио и говорит этому придурку, чтобы он прекратил. Она разнимает их и говорит, чтобы он остался в одном из гостевых домов на окраине деревни, пока его сломанную повозку ремонтируют. Но ему не разрешают выходить из гостевого дома без разрешения. Парень соглашается и уходит, но старушка говорит всем быть начеку, потому что они не могут полностью ему доверять.
есть. Шин просит ее позволить Са остаться с ним на ночь, потому что он беспокоится о ее безопасности. Тем временем парень проходит мимо Рио и пытается ударить его просто потому, что тот придурок. Вместо того, чтобы что-то сделать с Рио, он ударяется ногой и падает. Позже в деревню приезжает налоговый инспектор, чтобы проверить урожай, и Рио показывает ему все. Ночью трое парней врываются в комнату Рури и Са, чтобы приставать к ним, но Рио положил волшебный камень, чтобы обнаружить незваных гостей. Поэтому он быстро приходит и останавливает их. Когда он видит, что этот мерзавец собирается ударить Рури, в его голове всплывают сцены смерти матери, и он впадает в ярость. Он избивает обоих дружков, прежде чем главный парень нападает на него. Он легко швыряет его через стену и избивает до полусмерти, но его останавливает налоговый инспектор. Он исцеляет избитого парня, чтобы тот не умер, и посылает сообщение в город, чтобы вызвать солдат и арестовать его. Рори и Сёа благодарят Рио за то, что он сделал, но его самого пугают собственные действия и ярость, о которой он даже не подозревал. На следующий день троих мужчин сажают в камеру, пока налоговый инспектор готовится отправить их в тюрьму в столице. Бабушка Рио благодарит его и просит передать письмо отцу. Сиу, Рио и остальные покидают деревню, чтобы доставить свой товар в столицу. Они едут вместе с налоговым инспектором, но потом расстаются, чтобы добраться до столицы королевства. Столица выглядит как из японской исторической драмы, и пока остальные остаются в гостинице, деревенский охотник берет Рио и Шина с собой, чтобы показать город. Они едят рамен, и Шин благодарит Рио за спасение его сестры. Он говорит, что хочет, чтобы его сестра тоже попробовала вкусный рамен, но они недавно поссорились, поэтому пока не разговаривают. Поэтому Рио берет Сёа с собой за покупками. Он покупает ей красивую заколку для волос, и продавец говорит Сёа, что ей нужно поскорее закрутить роман с Рио, потому что у нее много соперниц. Пока они гуляют по рынку, они замечают, как бандит пытается похитить девушку средь бела дня, а его друзья удерживают ее. Рио вмешивается, чтобы спасти ситуацию, одним быстрым движением вырубает бандита и ловит девушку. Самурайша благодарит его за спасение ее госпожи, и Рио просто передает девушку ей. Он замечает, что к ним приближаются охранники, но не хочет проблем, поэтому хватает Са за руку и убегает, пока они не подошли. Позже они добираются до своих комнат, и все смотрят на них, когда видят новую заколку в волосах Са. Рио тоже не хочет ввязываться в это, поэтому уходит, чтобы разложить вещи. Но тут приходит налоговый инспектор со своим отцом. Рио идет с ними поговорить наедине, и старик, Гуки и его жена рассказывают ему, что когда-то они были слугами его матери, которая на самом деле была из королевской семьи этой страны. Рио не может в это поверить и спрашивает, правду ли говорит старик. Гуки продолжает рассказ, рассказывая о своем отце. Его отец был обычным солдатом, который проявил себя во время войны 20 лет назад, и в награду король сделал его дворянином. Его назначили охранять мать Рио-принцессу, и вскоре они полюбили друг друга. В то же время война с соседней страной закончилась, и принц, который приехал заключать мир, сразу же влюбился в мать Рио. Он приказал своим людям похитить ее ночью. Но план провалился, и отец Рио разозлился, потому что один из его помощников погиб. Он заявил, что перемирие будет заключено только в том случае, если он женится на принцессе, а ее телохранитель будет убит. Все были в ярости, и чтобы спасти дочь от такой ужасной участи, король тайно отправил ее из города вместе с возлюбленным. С тех пор они не общались, но когда старик получил письмо от бабушки Рио, он понял, что Рио их принц. Старик очень взволнован и просит Рио прийти во дворец завтра, чтобы познакомиться с королем и королевой. Рио с радостью соглашается. На следующий день он идет во дворец, где король и королева очень рады видеть своего внука. Они просят его рассказать о его родителях, и Рио говорит, что они уже умерли. Старики уже знали об этом и спросили Рио, как они жили и как умерли. Рио рассказал, что он даже не знал, как умер его отец, но его мать убили прямо у него на глазах. Старики были в ужасе и спросили, кто это сделал. Рио сказал, что это был человек по имени Люциус, напарник его отца по приключениям. Это помогло им во многих отношениях после смерти отца, поэтому мать Рио доверяла Люциусу. Однажды, когда она пошла за покупками, Люциус пришел к Рио, который играл один дома. Он ударил его, а потом накормил ядом прямо перед приходом матери. Она пыталась спасти Рио, но Люциус одолел ее и убил. Это было последнее, что увидел Рио перед тем, как потерял сознание, а когда очнулся, его выбросили в трущобы. Он рассказал королю и королеве о своей жизни в трущобах, а потом вкратце о жизни в школе. Они были очень расстроены, когда услышали это, а потом спросили, ненавидит ли он их. Рио говорит, что его мать никогда их не ненавидела, а скорее была бы благодарна за то, что они позволили ей выйти замуж за любимого человека. Он говорит, что если и ненавидит кого-то, то это Люциуса, и клянется однажды убить его собственными руками. Король оказывается фанатом Ганди и говорит, что месть – это не выход, потому что она приведет его на темную сторону. Но Рио не хочет мстить за свою мать, и король советует ему сразиться со стариком Гуки, который является самым сильным воином в королевстве. Он считает, что Люциус сам должен быть грозным противником,
потому что подозревает, что именно он убил отца Рио. Поэтому король хочет, чтобы Рио проверил свои силы в бою с лучшим воином, которого он сможет найти, чтобы понять, на что он способен. Рио принимает вызов и выходит на улицу, чтобы сразиться с Гуки, где встречает девушку, которую спас ранее, и оказывается, что она младшая дочь Гуки. В любом случае поединок начинается, и Рио бросается на Гуки, который едва уворачивается от его атак. Он говорит Рио, что тот довольно искусен, но еще не раскрыл свой потенциал. Рио благодарит его и начинает теснить его безжалостными ударами. Гуки решает показать ему свою истинную силу и собирает магию вокруг своего меча для особой атаки. Он посылает в Рио воздушный клинок, но тот отражает его своей магией духа, заставая старика врасплох. Пока Гуки отвлекается, Рио подходит к нему и направляет меч ему в шею, выигрывая тренировочный поединок по решению судьи. Все были поражены, и король сказал Рио, что он хотел бы, чтобы тот тренировался у Гуки, но теперь в этом нет необходимости. Затем он спросил Рио, нужно ли ему что-нибудь от бабушки и дедушки, и Рио ответил, что хотел бы рассказать своей двоюродной сестре Рури о своей родословной. И они дали ему разрешение. На следующий день группа вернулась в деревню, и Рио сразу же отправился на могилу своих родителей, чтобы рассказать им, что скоро он отомстит за них. Ночью Рио и его бабушка рассказали Раю, что он их двоюродный брат и принц страны. Рой сказал им, что Эйприл еще слишком далеко, чтобы они могли ее разыграть. Но когда старушка рассказала подробности, она поняла, что это правда. Она поклонилась Рио, потому что он принц, но он попросил ее не быть с ним такой официальной. Затем он сказал им обоим, что через несколько месяцев уедет из деревни, потому что у него есть важная миссия, которую он должен выполнить. Тем временем он продолжал жить с жителями деревни, и однажды, когда они сажали рис, он рассказал о своих планах Сёа. Она чуть не расплакалась, но как-то сдержалась и разрыдалась только когда вернулась домой. Шин пришел и увидел, что она плачет. Он разозлился, думая, что Рио обидел ее. Но когда Сёо сказала ему, что Шин собирается уехать из деревни, он сразу же побежал поговорить с ним. Он кричал на него, умоляя не уезжать из деревни ради сестры. Сёо пришла, чтобы увести его, а старушка не стала задавать вопросов о том, что произошло. Время идет, и Сёо начинает заниматься духовными практиками и физическими упражнениями. Скоро наступит праздник урожая, и все будут веселиться. Рио разговаривает с женой Куки, и тут к нему подходит Сёо и просит поговорить наедине. Они уходят в тихое место, где она признается ему в любви, но он говорит, что не может ответить ей взаимностью. Сайо говорит, что хочет отправиться с ним в путешествие, потому что она тренировалась, чтобы быть полезной. Она плачет и просит его позволить ей быть рядом, но Рио извиняется, потому что не думает, что сможет полюбить кого-то, пока в его сердце живет любовь из прошлой жизни. На следующее утро Рио решает отправиться в путь до рассвета и видит, что Сёа ждет его у ворот деревни, чтобы попрощаться. Затем он снова отправляется в лес полулюдей, где Латифа очень рада его видеть. Он также навещает старейшин и говорит им, что скоро снова отправится в путешествие. После этого он возвращается домой, где девушки, с которыми он познакомился раньше, начинают бороться за его внимание, но Рио держит их на расстоянии. Однако, проснувшись на следующее утро, он обнаруживает, что рядом с ним спит обнаженная девушка. Он думает, что это сон, но почувствовав, как она трясет его за руку, понимает, что это не сон. Он встает, и девушка внезапно прижимается к нему, от чего он пугается. Услышав его крик, девушки врываются в комнату и видят, что он обнимает розоволосую девушку. Они в шоке, и Рио пытается объяснить, что он и сам не знает, что происходит. Латифа спрашивает, с какой девушкой он был в постели, и Рио будет ее и спрашивает, кто она. Девушка отвечает, что она дух, с которым он заключил контракт, и тут Рио все понимает. Немного погодя, дух одевается и называет Рио Хару, как его звали до реинкарнации. Она говорит, что даже не знает своего имени и ничего о своем прошлом. Рио вспоминает, что она была неземной девушкой, которая научила его магии духов, когда он был маленьким, но она тоже этого не помнит. Она просит Рио дать ей имя, потому что она существует только для него, но другим девушкам интересно, почему она называет его Хару. Он говорит, что объяснит позже, и тогда дух решает общаться с ним телепатически. Рио удивлен, и дух спрашивает, хочет ли он, чтобы она называла его Рио при всех. Он говорит, что ему все равно, и решает назвать ее Азией. Другие девушки советуют Рио встретиться с Дриас, потому что она тоже дух в человеческом обличии, и она может знать больше. Они встречаются со старейшинами и Дриас, которые удивляются, узнав, что Азия не помнит своего прошлого. Дриас спрашивает, какой магией стихии она владеет лучше всего, и, к удивлению, она отвечает, что освоила все. Дриас не может в это поверить и устраивает спарринг между Азией и Рио, чтобы посмотреть, насколько сильна Азия, потому что никогда не слышала о духе, который владеет всеми стихиями. Начинается спарринг, и Рио потрясен, увидев, что Азия знает все его приемы. Она может сравниться с ним в скорости и силе и предугадывает его действия.
Когда он не может нанести удар в ближнем бою, он атакует ее с воздуха, но Азия предвидит это и останавливает его. Затем он атакует ее магией льда, но она исчезает, а потом появляется позади него и атакует его той же магией льда. Рио отвечает огненным шаром, и она копирует его. После этого Рио использует мощную магию ветра, чтобы вызвать бурю, но Иса, как обычно, просто повторяет его движения. Однако Дриас останавливает их, чтобы они не атаковали друг друга с такой силой, иначе они бы разрушили деревню. Она признает, что Иса действительно мастерски владеет всеми стихиями, и сила, которую она показала сейчас, это лишь малая часть ее истинной силы. Она решает научить ее всему, что знает о духах, и старейшины деревни принимают ее в свою деревню. Она берет ее под свое крыло и учит всему, что знает о духах в течение следующих нескольких месяцев, а затем старейшина гном делает переносной дом для Рио, чтобы он мог продолжить свое путешествие, как он и просил. Рио рад и говорит, что ждал, когда этот дом будет готов, чтобы снова отправиться в путь. Латифа опечалена, услышав это, но скрывает это от Рио. На следующий день все собираются, чтобы попрощаться, и старейшины снова дарят Рио подарки. Они дарят ему волшебный кристалл, который может телепортировать его в деревню из любого места, и волшебную серьгу, которая может менять цвет его волос по желанию, чтобы он мог сливаться с другими людьми. Рио благодарит их за то, что они помогли ему попасть в город, где все началось, чтобы он мог снова встретиться с Силией, которая все еще ждет от него письма после того, как он написал ей первое, хотя она и обручилась с придурком Чарльзом, который издевался над Рио в прошлом. Тем временем Рио добирается до столицы и обнаруживает, что там больше людей и оживленнее, чем обычно. Он спрашивает у продавщицы, что происходит, и она говорит ему, что завтра состоится свадьба между двумя знатными семьями. Той ночью Рио решает пойти в академию, чтобы посетить исследовательскую лабораторию Силии, которую Асия открывает для него. Он с удивлением обнаруживает, что там совершенно пусто, и боится, что она бросила академию. Он использует помощь Эша, чтобы загипнотизировать другого исследователя и узнать, где находится Силия. И к ужасу Рио тот говорит, что Силия находится в замке Чарльза и завтра выходит за него замуж. Рио в шоке от этого. Он расспрашивает исследователей, узнает, что это политический брак, которого семья Силии не хотела, но у них не было выбора, учитывая нестабильное политическое положение в стране. Рио быстро покидает академию и бежит к замку, но отправляет Асию и первого узнать, где находится Силия, потому что во дворце очень строгая охрана. Асии удается найти Силию. С помощью Асии он смог найти Силию и сразу же бросился к ней в комнату. Силия как раз думала о том, что Рио обещал прийти к ней, но так и не выполнил своего обещания. Она уже собиралась сжечь его письмо, когда дверь открылась и вошел Рио. Сначала она не узнала его из-за того, что он сменил цвет волос, но когда Рио вернул им прежний вид, она бросилась к нему на шею. Она была рада его видеть и засыпала его вопросами, но Рио прервал ее и заговорил о ее свадьбе. У Силии задрожали руки, когда она услышала это, и она очень расстроилась. Рио спросил, правда ли, что она согласилась выйти замуж за Чарльза, и она ответила, что согласилась, потому что это был ее долг перед семьей. Рио пытался узнать, что она чувствует по этому поводу, потому что она не должна выходить замуж за человека, с которым не будет счастлива. Силия набросилась на него с вопросом, женится ли он тогда на ней, и Рио потерял дар речи. Силия восприняла это как шутку и сказала Рио, что рада его видеть, но ему пора уходить. Она вытолкнула его за дверь и заплакала, но Рио это не удовлетворило. Он решил выяснить, почему Силия выходит замуж за Чарльза, и Асия сказала, что поможет ей в этом. На следующий день он ждал в толпе, пока свадебная процессия пройдет мимо. Как только карета проехала мимо, Рио послал Асию поговорить с Силией телепатически. Силия расплакалась, увидев Рио в толпе. Она не хотела видеть его таким, но когда она спросила Асию, зачем Рио пришел сюда, та ничего не ответила. Она подумала, что ей это просто показалось, и когда карета остановилась, решила подавить свои чувства и просто выполнять свою роль. Но когда она уже собиралась взять Чарльза за руку, стражники закричали, что Рио остановился, и он бросился прямо к Силии. Рио прорвался сквозь стражу и раскидал их в стороны. Маги атаковали его, но он уклонялся от их заклинаний и перепрыгивал через них. Элитные стражники использовали магические чары, чтобы сразиться с ним, и Чарльз приказал им убить незваного гостя. Он хвастался, что его элитная стража никому не проиграет, но Рио быстро с ними расправился, а затем вырубил Чарльза ударом в живот. Силия была в шоке, но прежде чем она успела что-то сказать, Рио взял ее в заложницы. Все были в панике, и даже Силия не понимала, что происходит. Но он сказал ей, что это все притворство, и он пришел сюда, чтобы узнать ее истинные чувства. Он знал, что Чарльз практически шантажировал ее семью этим браком, и Силия не могла этого отрицать. Пытаясь скрыть это от Рио, она телепатически сказала ему, что не рада этому браку. Рио сказал, что если она прикажет, он увезет ее подальше от этого брака, где никто ее не найдет. Он заверил ее, что с ее семьей и отцом ничего не случится, и Силия попросила его увезти ее. Так Рио и сделал, но сначала проклял Чарльза и сказал, что унизит его на глазах у всего мира, украв его жену. Он убегает вместе с Силией, перепрыгивает через охранников и отбивает атаку магов. Вскоре за ним следует отряд элитных солдат на грифонах,
поэтому он прячется в переулке, где передает Силию Айше и говорит ей вывести ее из королевства, пока он отвлекает внимание. Он появляется снова и заманивает летающих рыцарей, чтобы они напали на него, а сам тем временем расправляется с охранниками, которые могут преследовать Айшу и Силию. Он уже почти справился с ними, когда вдруг появляется сильнейший воин королевства Альфред. Он решает сразиться с Рио в одиночку, потому что другие солдаты ему не соперники. Он достает свой магический меч и нападает на Рио, который сразу понимает, что Альфред очень силен, и решает не рисковать, постоянно уклоняясь и блокируя его атаки. А сам наносит удары кулаками и ногами, потому что не хочет убивать Альфреда. Альфред воспринимает это как неуважение и решает использовать всю мощь своего магического меча. Он применяет свою самую сильную атаку на Рио, которая уничтожает все на своем пути, но от Рио не остается и следа. Альфред думает, что Рио, возможно, выжил, и приказывает своим солдатам продолжать поиски, но Рио использует суматоху, чтобы сбежать вместе с Айшей и Силией за пределы столицы. Он благодарит Айшу за помощь и обнимает Силию. Но прежде чем они успевают уйти, с неба начинают падать таинственные лучи света, и Айша вдруг кричит Рио, чтобы он спас их. Рио не понимает, о чем она говорит, но бежит туда, где какие-то головорезы похищают девушек. Он убивает их всех в приступе ярости и спасает девушек. У них есть такие же устройства, как у современных японцев, что его шокирует, и они говорят на японском. Он быстро понимает, что они попали в этот мир через телепортацию, и спрашивает, есть ли здесь кто-то еще. Они показывают на другую повозку, и когда Рио выбегает за ворота, он видит меня, свою детскую любовь. Он в шоке. Увидев меня, Рио вдруг вспоминает, как они в детстве пообещали пожениться, когда вырастут. Чтобы исполнить это обещание, Рио усердно учился в престижной школе. Он встречает меня в первый же день учебы, но не успевает с ней поговорить, потому что к ней подбегает красавчик-плейбой. Рио видит, что с ней обращаются как с третьим лишним, и понимает, что она забыла об их обещании. Он с тяжелым сердцем смотрит, как они втроем уходят. Тем временем Мэй, Така и третий лишний знакомятся с двумя братьями и сестрой, которые им очень нравятся. Они собираются пойти в кафе, чтобы отпраздновать начало учебного года, но вдруг перед ними появляются два магических круга, которые переносят их в другой мир. Рио и его девочки издалека наблюдают за столбами света, а Мэй оказывается в глуши вместе с братьями и сестрой, которых похитили бандиты. Рио добирается до места, следуя указаниям Айши, и видит, что все вокруг окутано зеленым туманом. Он понимает, что здесь использовали какую-то пространственную магию, а потом находит смартфон Мэй, и это его озадачивает. Тем временем бандиты посадили брата и сестру в повозку, которую должны были отвезти на остров Эпштейна. И их уродливый главарь, у которого было 360-градусное поле зрения, взял меня с собой, чтобы передать своим людям. Они пытались сопротивляться, но бандиты не слушали их мольбы. Более того, они даже не понимали их язык и не знали, куда их везут. К счастью, Рио увидел дым, поднимающийся над их лагерем, и быстро добрался туда. Дозорные предупредили остальных о готовящемся нападении и накрыли клетки тканью, чтобы защитить товар. Рио спросил главаря бандитов, кому принадлежит смартфон, но тот ответил, что ничего об этом не знает. Рио не хотел с ними связываться, потому что спешил. Вдруг он услышал, как девушка зовет на помощь. Рио был удивлен, потому что она говорила по-английски, а не на языке этого мира. Он сказал главарю бандитов, что девушка та, кого он ищет, и попросил отдать ее ему. Главарь сказал, чтобы он не лез не в свое дело, и приказал своим людям силой выгнать его. Рио понял, что бандиты здесь умеют работать в команде, потому что они действовали сообща, но это его не остановило. Он приготовился к бою и легко уклонился от первой атаки бандитов. Один из них атаковал его магией, но Рио уклонился и отбил атаку. Второй бандит напал на него с мечом, но Рио снова уклонился и оттолкнул его. Но на него набросилось еще больше людей. Рио решает больше не сдерживаться и достает свои кинжалы. Он бежит прямо к главарю, по пути расправляясь с бандитами. Маг бросает в него огненный шар, но Рио не пострадал и бросает кинжалы в него. Мужчина блокирует их, но это было лишь отвлекающим маневром, и Рио вырубает его несколькими ударами, а затем достает нож и вонзает ему в грудь. Затем он поворачивается к главарю, который буквально обмочился от страха, и когда Рио приказывает ему отпустить детей, тот немедленно отдает приказ своим людям. Рио находит двух братьев и сестер, которые удивляются, что он понимает их язык. Он спрашивает, был ли с ними кто-то еще, и они сразу же показывают на карету, где держат Мию. Босс лихорадочно ищет ключ, но Рио просто подходит к двери и выбивает замок силой.
Когда дверь открывается и он видит меня там, он поражен и спрашивает, как я здесь оказалась. В любом случае, они уходят от опасности, и думаю, остальным детям в каретах уже все равно. Рио связывается с Азией и говорит ей, чтобы она как можно скорее присоединилась к нему. После этого Мия благодарит его за спасение и спрашивает, как его зовут. Рио не знает, что ответить, и решает назваться именем из своей прошлой жизни Харута. Это шокирует меня, но больше всего шокирована девушка с фиолетовыми волосами Аки. Рио узнает в этом имени сестру Рио, с которой он так и не встретился после развода родителей. Он точно уверен, что она его сестра, но все равно не говорит ей, кто он такой. Потом темноволосый парень представляется как Масата, младший брат Аки. Рио в шоке, потому что он и не подозревал, что у него есть брат, но потом понимает, что его мать на земле должно быть снова вышла замуж. В любом случае он говорит им, что скоро стемнеет, и им нужно найти безопасное место поблизости. Когда они находят свободное место, Рио достает свои волшебные браслеты и открывает портативный домик, который там спрятан. Мы с двумя братьями и сестрами удивляемся, а Рио говорит, что внутри намного удобнее, чем кажется. В этот момент прилетают Асия и Селия, и их удивление только усиливается. Асия подбегает к Рио и спрашивает о 3 людях, которых он нашел. Он представляет их ей, а Рио выступает в роли переводчика. Это занимает слишком много времени, поэтому Асия берет все в свои руки и неожиданно целует Селию и меня в лоб, от чего мы немного смущаемся. Благодаря этому они могут понимать друг друга. Асия объясняет, что поскольку Рио знает оба языка, она создала временную связь между девушками, чтобы они могли понимать друг друга. Рио поражен, но Иса говорит, что голодна. Он быстро оставляет всех в доме и говорит девушкам принять ванну, пока он готовит ужин. В ванной Селия рассказывает мне о Рио и говорит, что Иса его дух-компаньон. Тем временем Масата узнает от Рио, что с их точки зрения это похоже на фэнтезийную ролевую игру, но ставки здесь реальные, поэтому оказаться в рабстве или умереть – это не шутки. Вскоре девушки возвращаются из ванной, и Рио удивляется, когда видит на Селии спортивный костюм. Она объясняет, что Аки одолжила ей его, потому что после долгого дня она не собиралась надевать свадебное платье. Рио понимает, что всем нужна новая одежда, и говорит, что они должны купить ее завтра. Ми говорит, что у нее нет денег, а Рио говорит, что она может расплатиться с ним другим способом. В любом случае, они идут ужинать, и Рио узнает, что их призвали в этот мир. Он говорит, что раз он перевоплотился в другого человека, то его опыт им не поможет, и, возможно, у них нет способа вернуться домой. Внезапно Силия начинает сопоставлять все услышанное. Она говорит, что сегодня они видели 6 столбов света, которые, должно быть, привели в этот мир еще людей. Она говорит, что существует пророчество о возвращении 6 мудрых богов в 100. Рио вдруг говорит Мии, что с ними были еще 2, когда их телепортировали сюда, и спрашивает, знает ли она что-нибудь о них. Рио говорит, что они, скорее всего, тоже в этом мире, но он не уверен. Мия беспокоится о них, думая, что ее спас Рио, но ее друзья могут быть в опасности. Настроение становится мрачным, но тут Азия начинает зевать, потому что она слишком много болтала. Она подходит к Рио и берет его за руку, говоря, что устала и им пора ложиться спать. Все в шоке, а потом Азия вдруг говорит, что потратила слишком много энергии и тут же наваливается на него. Селия и я в ужасе, но Азия говорит, что просто восполняет свою ману, и в этом нет ничего страшного, потому что она часто спит с Рио. Рио пытается объяснить Селии, что это недоразумение, но она уже считает его извращенцем. Рио каким-то образом возвращает всех за стол и объясняет, что Аэзии нужна его мана, чтобы функционировать. Селия понимает это, но все равно считает, что Рио и Айша спят вместе, и это грех. Ну, Айша не хочет больше с ней спорить, поэтому телепортируется ко мне и говорит, что будет спать со мной. Она говорит, что хотя это не то же самое, что с Рио, у Майи тоже много маны, и она может восполнить ее с ее помощью. Это решает проблему Рио, и отправив нас с Айшей в одну комнату, он показывает другую комнату брату и сестре. После этого он отводит Силию наверх и дает ей отдельную комнату, которая находится рядом с его, но теперь эта лицемерка хочет спать с Рио и залезть к нему в штаны. Она не настолько смелая, чтобы сказать об этом, и Рио возвращается в свою комнату один. Он вдруг начинает думать, как странно, что я появился в этом мире. Он задается вопросом, что бы она подумала, если бы он сказал ей, что у него все еще есть воспоминания о том, что он был Харута, но потом решает, что это не важно, потому что он больше не Харута. Внезапно в его дверь стучится Силия, и Рио впускает ее. Она извиняется за то, что побеспокоила его, но говорит, что хочет поговорить о чем-то важном. Рио наливает ей чай, и Силия начинает расспрашивать его о том, как он познакомился с Аишей. Но сначала она хочет узнать о прошлой жизни Рио,
потому что это для нее самая большая загадка. Рио начинает рассказывать ей, что он помнит свою прошлую жизнь, когда был Харуто, и что люди, которых они встретили сегодня, из того же мира, что и он. Рио спрашивает Силию, помнит ли она тот день, когда впервые нашла его в трущобах, потому что именно в тот день к нему вернулись воспоминания о прошлой жизни. Силия многое понимает о Рио, и он уверяет ее, что несмотря ни на что, он все еще тот ученик и друг, которого она всегда знала. Силия рада это слышать и благодарит Рио за то, что он спас ее от брака. Она все еще беспокоится за отца, поэтому Рио предлагает написать ему письмо и сказать, что с ней все в порядке, когда они доберутся до следующего города. В это же время в столице этот придурок Чарльз разговаривает с одним из своих близких гостей, который на самом деле стоит за многими событиями. Он пытается утешить Чарльза, говоря, что его невесту похитили прямо перед свадьбой. И этот придурок напивается в стельку, утверждая, что ночной капитан наверняка уничтожил преступника, который это сделал. Но он все еще в шоке, потому что понятия не имеет, куда делась Селия. Затем мужчина меняет тему и говорит о том, что героев призвали, и один из них уже в королевстве. Чарльз говорит, что сейчас происходит слишком много всего, и кроме того, у повстанцев тоже есть герой благодаря священному камню с принцессой Флорой. В лагере повстанцев другой герой наслаждается королевским приемом от дворян, которые его призвали. Его тоже зовут Герой, но, как ни странно, он не похож на героя. Он был обычным старшеклассником, который читал много фэнтези-манги, потому что не думал, что с ним такое случится. Но вдруг под ним появился магический круг, и его телепортировало в этот мир. Когда он очнулся в саду, окруженный солдатами, он испугался, но тут внезапно к нему подошли принцесса Флора и герцог Густав, который был ее опекуном. Сначала герой был шокирован и растерян, но потом быстро вспомнил, что читал дешевые типичные ишикаи манги и понял, что происходит. Его призвали в этот мир с катаной, которая выглядела так, будто ее придумал 14-летний подросток. Тем не менее, Хиро решил использовать это в своих интересах и стал вести себя как герой. Даже сейчас он пытается командовать всеми, говоря, что они называют его героем, но на самом деле его просто похитили и привезли сюда против его воли. Принцесса извиняется и говорит, что ей пришлось исполнить пророчество, чтобы обеспечить благополучие этого мира. А затем герцог Густав просит Хиро хотя бы выслушать всю историю, прежде чем принимать решение. Тем временем на следующее утро Рио и его группа отправляются за покупками. Аки и ее брат остаются в безопасном доме, а остальные четверо готовы отправиться в город неподалеку. Ишида берет Силию на руки и взлетает, а Рио поворачивается ко мне и говорит, что понесет ее. Он берет ее на руки и взлетает, а эта сучка начинает флиртовать с ним, говоря, что не боится упасть, потому что она с ним. Вскоре они добираются до города, и Рио просит Силию придумать себе новое имя, потому что ее могут искать. Он использует заколку с магией, чтобы изменить цвет волос, и дает такую же девушкам, чтобы они тоже могли замаскироваться. По дороге девушки видят огромную очередь, и Рио говорит, что это должно быть за булочками с начинкой или за пастой, и предлагает купить их на обратном пути. Он оставляет девушек в супермаркете, а сам отправляется по своим делам. Он пытается найти информацию о Силии и Свете, но никто ничего не знает. Вечером они возвращаются на базу, и после того, как дети примерят купленную для них одежду, Рио рассказывает, что ему удалось узнать. Он не смог найти никакой информации о друзьях Ми, но подтвердил, что героев призвали в этот мир. Он предполагает, что Така и та девушка, которая была третьим колесом, были призваны как герои, она и остальные просто попали сюда случайно. Аки говорит, что если они в этом мире, то она хотела бы помочь их найти, но Рио говорит, что она к этому не готова. Он говорит, что прежде всего им нужно выучить язык и обычаи этого мира, и Селия предлагает помочь с этим. Рио говорит, что попробует спросить совета у старейшин в деревне духов. После этого они начинают готовить, и Би предлагает помочь Рио приготовить блюдо в японском стиле. Она довольно откровенна с ним, что немного настораживает Эки, потому что Мэй, похоже, не может справиться с Мануэлем. Тем временем Селия думает, что ей тоже нужно научиться готовить, иначе Рио даже не будет рассматривать ее как потенциальную жену. Рио дает ей помешивать в кастрюле для первого урока, а потом они садятся есть. На следующий день Рио собирается отправиться в деревню духов, чтобы посоветоваться со старейшинами. Все собираются, чтобы пожелать ему удачи, и Рио оставляет Азию за главную на время своего отсутствия. С этими словами он достает из своего магического хранилища телепортационное устройство и мгновенно телепортируется за пределы деревни. Ему даже не нужно далеко идти, когда он видит перед собой Латифу. Она радостно подбегает, чтобы обнять его, а потом и другие девушки подходят поздороваться с Рио, говоря, что они знали, что это будет он. Когда почувствовали в лесу огромную магическую энергию, Рио говорит им, что ему нужно срочно обсудить кое-что с старейшинами, и девушки говорят, что немедленно сообщат им. Вскоре Рио встречается со старейшинами и рассказывает им о 6 столпах света, которые призвали в этот мир группу героев из другого мира. Старейшинам интересно, почему он думает, что они из другого мира, и Рио говорит, что это потому, что он приютил 3 из них в своем доме.
Все ошеломлены, услышав это, а потом Рио говорит, что не верит, что эти трое герои. Однако с ними пришли еще двое, и он думает, что они могут быть среди 6 героев. Старейшины очень удивлены и спрашивают Рио, как он общался с людьми из другого мира. Он рассказывает, что жил в том же мире, что и они, в прошлой жизни, но просит старейшин не расспрашивать его об этом сейчас. Они соглашаются, а потом Рио просит еще об одном одолжении – приютить его друзей в деревне, пока он пытается найти способ отправить их обратно на землю. Он также хочет, чтобы старейшины деревни приняли Селию и рассказали ей о ее положении. Старейшины соглашаются, но при условии, что они никогда не расскажут о существовании этой деревни внешнему миру. Позже Рио и Латифа разговаривают наедине, и она спрашивает его о людях, которых призвали из их старого мира. Она ревнует, что Рио сказал им, что он из Японии, хотя это должно было остаться их секретом, но он говорит ей, что она всегда будет для него особенной. Он уверяет ее, что не рассказал им о своих воспоминаниях из прошлой жизни, потому что это все усложнило бы. Латифа спрашивает, что он имеет в виду, и Рио говорит ей, что его возлюбленная из прошлой жизни и его сестра, с которой он не общается, тоже здесь. Он не хочет рассказывать им об этом, потому что они и так привыкают к этому миру. Он просит Латифу не рассказывать им о его прошлой жизни, хотя в конце концов ему придется это сделать. Латифа соглашается, что он хочет рассказать им все сразу, но обещает сохранить это в секрете. На следующий день Рио собирается покинуть деревню, и все, как обычно, приходят попрощаться с ним. Тем временем в королевстве Галарк, куда призвали одного из героев, синеволосая продавщица Лот, которую я даже не помню, пьет чай с королем. Оказывается, Лот на самом деле является губернатором города и основателем супермаркета, где она познакомилась с Рио. Она также руководит информационной сетью, поэтому король просит ее о помощи. Он говорит Лот, что она, возможно, уже знает о героях, которых призвали в этот мир. Она подтверждает, а затем король говорит, что планирует устроить грандиозный праздник, чтобы представить героев народу своей страны. Он также хочет пригласить героев из соседних стран, несмотря на напряженные политические отношения, и просит передать им приглашение. Она соглашается, и тогда король начинает рассказывать, что у двух героев странные имена, и они пишут свою фамилию перед настоящим именем. Лот очень удивляется, потому что имена звучат по-японски, а она сама японка, которая переродилась в этом мире. Король думает, что она может заинтересоваться героем их страны, и просит свою дочь проводить ее в комнату героя. Когда они приходят туда, она узнает, что герой – это та стерва по имени Сэцуки. Тем временем в лесу, где остановились Мэй и остальные, злой гений начинает охоту на них. Он призывает армию зомби и приказывает им найти человека с наибольшим запасом маны и привести его к нему живым до заката. Не подозревая об опасности, которая приближается к ним, Селия терпеливо учит Масата языку этого мира. Тем временем Мэй и Аки на кухне, где им и положено быть. Ми продолжает думать, когда же вернется Рия, ведь прошло уже 2 недели с тех пор, как он уехал, но Аки злится из-за этого. Она начинает ныть, что сейчас должна быть в школе, а вместо этого сидит здесь. Она застряла в этом доме в мире, о котором ничего не знает. Она говорит, что хочет домой, но Ми говорит, что нет смысла переживать из-за этого. Она верит, что Рио защитит их и найдет способ вернуться на Землю. Аки замечает, что она, кажется, сильно увлеклась Рио, что удивительно, учитывая, что она не очень хорошо ладит с парнями. Ми говорит, что Рио кажется ей другим, и к тому же он представился как Харута, что сразу расположило ее к нему. Аки внезапно злится и начинает кричать. Она ненавидит своего брата, который даже не пришел навестить ее за все эти годы, и просит меня не оскорблять Рио, сравнивая его с этим неудачником. Она быстро понимает, что слишком остро отреагировала, и выходит на улицу, чтобы успокоиться. Я иду за ней, чтобы успокоить ее, но тут на них нападают зомби. Они проходят сквозь барьер, который делает дом невидимым для посторонних, и бегут к девочкам. Май и Аки в панике, но, к счастью, появляется Ишай, уничтожает зомби своей магией. Она вспоминает, что Рио оставил ее за старшую, и решает защитить их. Внезапно один из зомби нападает на нее сбоку, и пока она отвлекается, другой нападает на меня и Аки. К счастью, Селия вовремя появляется и спасает их от нападения зомби. 2 девушки готовятся к бою с зомби, но тут появляется Рио и спасает их. Он отгоняет зомби, и все рады его видеть. Рио извиняется за опоздание и спрашивает Азию о странных монстрах. Она говорит, что это точно монстры, и по ее опыту черный монстр сильнее остальных.
Рио решает разобраться с черным зомби и оставляет Аишу разбираться с остальными. Черный зомби пытается убежать, но Рио его догоняет. Зомби нападает на него, но его удары слишком прямолинейны и от них легко уклониться. Рио сбивает его с ног и пытается понять, может ли он говорить, но это кажется маловероятным. Однако, как только он наносит последний удар, зомби пытается поблагодарить его за освобождение. Он исчезает, когда Рио пронзает его мечом, оставив после себя только красный кристалл. Тем временем Асия тоже расправилась с оставшимися зомби, и они решают зайти внутрь. Как только они заходят, Аки горячо извиняется, говоря, что зомби нашли их, потому что она вышла наружу. Ми говорит, что это ее вина, но Рио это совершенно не волнует, потому что его отвлекает приятный запах еды. Все начинают готовиться к ужину, и тут Рио внезапно говорит, что скоро у них будет новый дом. Тем временем другие группы зомби тащат солдат и искателей приключений к злому предводителю. Он доволен залом, но чувствует, что одна группа зомби исчезла. Он думает, что их победили, но ему все равно, потому что он всегда может создать новых, используя только что добытый материал. На следующий день Рио телепортирует всех за пределы деревни духов, где их уже ждут Латифа и другие девушки. Извращенец Масата возбуждается, когда видит группу симпатичных пушистиков, а Латифа бежит к Рио. Ей интересно, кто эти люди, которых он привел с собой, а им тоже хочется узнать больше о людях-зверях. Другие зверодевочки преклоняют колени перед Аишей, чтобы поприветствовать ее, а Мисата спрашивает, не важная ли она персона. Рио рассказывает, что жители деревни поклоняются духам, которые могут принимать человеческий облик, и это шокирует Майю и остальных, потому что до этого они относились к Азии довольно пренебрежительно. Она говорит, что все в порядке, потому что ей не нравятся формальности. Латифа и Селия знакомятся друг с другом, а потом Селия переходит к делу и спрашивает Латифу, можно ли потрогать ее хвост. Она разрешает, и Селия начинает гладить ее пушистый хвост. Латифа вдруг говорит, что это щекотно, и шокирует Майю и остальных. Она рассказывает, что тоже попала в этот мир, как и Рио, и что у нее остались воспоминания о прошлой жизни. Она предлагает стать их учителем по языкам, потому что знает языки обоих миров, но Рио немного беспокоится. Латифа говорит, что ему не о чем волноваться, потому что она все рассказала старейшинам и своим друзьям. Она хочет помочь другим, пришедшим с земли, и кроме того хочет быть полезной Рио. Тем временем остальные зверодевочки представляются мне и остальным, а потом ведут их в деревню. Когда они входят в деревню, они замечают, что жители прячутся за деревьями и домами, чтобы понаблюдать за ними. Аки спрашивает, не боятся ли они их, и Рио объясняет, что жители деревни почти не общаются с людьми. В этот момент к нам подходит девочка-кролик, потому что ее восхищает моя форма. Латифа переводит для нее, а Мэй говорит девочке, что ей нравятся ее ушки. Девочка подбегает к матери, и вскоре к ним присоединяются другие жители деревни, чтобы поговорить с гостями. Вскоре после этого для них устраивают приветственную вечеринку, но перед этим старейшины официально приветствуют всех. Сначала они здороваются с Асией, а потом подходят к людям из другого мира и Селии. Старейшине Карлику очень интересно узнать о пришельцах, но другие старейшины просят его сдерживать свое любопытство. В этот момент перед ними появляется дух огромного дерева Андреас, чтобы посмотреть на новых людей, которые собираются остаться в деревне. Все восхищаются ею, и, наконец, наступает время праздника. Пока мы с остальными едим, Рио остается поговорить со старейшинами и дриадой. Аки и Масата с удивлением обнаруживают, что здесь есть японская еда, и Латифа говорит, что приготовила ее для них. Аки замечает, что Латифа смотрит на Рио и говорит, что ее старшего брата все любят и уважают. Латифа с гордостью подтверждает это, и Аки говорит, что завидует ей. Она хочет познакомиться с такой своим сводным братом и спрашивает, сколько им еще ждать, прежде чем они смогут его найти. Затем она поворачивается к Латифе и говорит, что хотела бы выучить язык этого мира, и она с радостью будет ее учить. После этого они идут в дом Рио в деревне, и Латифа показывает нам с остальными их комнату. Девочки-оборотни говорят, что перед сном нужно сходить в баню, и Масата очень этому рад. Однако он проигрывает сестре в камень-ножницы-бумагу, и девочки идут в баню первыми. Он думает, что если бы Рио играл вместо него, то они бы выиграли. Но Рио проигрывает ему в камень-ножницы-бумагу, и он понимает, что ошибался. Масата спрашивает, как Рио стал таким сильным. Рио сразу вспоминает убийцу своей матери и желание отомстить, и говорит мальчику, что ему нужно кое-что сделать и стать сильнее для этого. Мисата говорит, что он тоже хочет стать сильнее, чтобы защищать девочек, и Рио улыбается. На следующее утро, когда Селия выходит на утреннюю прогулку, она видит, что Рио тренируется с мечом. Они разговаривают в тени дерева, и Рио вспоминает, что обещал ей написать письмо ее отцу. Он говорит Селии, что они должны сделать это сейчас, когда все проблемы решены, но она говорит, что ему не нужно заставлять себя. Рио не понимает, о чем она говорит, и Селия говорит, что он взял на себя ответственность за спасение всех,
но чувствует, что он что-то скрывает от них. Она говорит, что чувствует себя обузой для него, которая мешает ему достичь своей цели. Она просит его не беспокоиться о ней и делать то, что он хочет, и Рио говорит, что она не обуза, потому что он хочет спасти ее всем сердцем. Селия благодарит его и говорит, что если ему когда-нибудь понадобится ее помощь, он может не сомневаться. Она уверена, что сможет помочь ему, ведь у нее больше всего маны в королевстве. На следующий день Рио и Зейцилия собираются отправиться в ближайший город, чтобы доставить письмо и заодно разузнать что-нибудь о героях. Все провожают их, и Ми приготовила для Рио огромную корзину с едой в дорогу. Они болтают о всякой ерунде, держа корзину с обедом, а потом пушистые девушки говорят им, чтобы они уже наконец-то нашли себе комнату. Масада обещает стать сильнее и защищать девушек, пока Рио не будет рядом, но Аки погружен в какие-то глубокие раздумья. После этого Рио и остальные улетают, а Латифа говорит остальным, что им нужно немедленно начать учить язык этого мира. Тем временем на территории Редании голубоволосая девушка Лот навещает принцессу Флору и герцога Густава, чтобы встретиться с их призванным героем. Она рассказывает им о планах короля Галарка устроить вечеринку для призванных героев и приглашает их всех на нее. Герцог говорит, что с удовольствием бы посетил вечеринку, но окончательное решение будет за героем. Однако герой по уши влюблен в Лот и не может отказаться от приглашения. Тем не менее, он продолжает притворяться высокомерным придурком и говорит, что может посетить пару вечеринок ради мира во всем мире, но он уверен, что Лот будет на вечеринке. Иначе все его усилия будут напрасны. Рио и девушки тем временем добрались до территории семьи Селии. Она указывает на особняк, где выросла, и сообщает Рио, что в центре сада есть потайной ход, ведущий в главное здание. Она думает, что они смогут пробраться через этот потайной ход и передать письмо ее отцу, но там много стражников. Они спускаются в сад и прячутся за кустами, но один из стражников замечает их и идет в их сторону. Рио использует магию духа, чтобы сделать их невидимыми, и пока растерянный стражник осматривает кусты, они добираются до потайного хода и заходят в него. Как только Селия снимает со стены волшебный фонарь, лампа на столе ее отца загорается, предупреждая его о вторжении в его кабинет. Он тоже направляется к потайному ходу, гадая, кто мог туда войти, ведь о нем знают только члены семьи. Тем временем Селия быстро кладет письмо на стол и уходит, пока отец ее не заметил, хотя ей очень хочется встретиться с ним и рассказать все лично. Отец находит письмо и, прочитав его, узнает, что у Селии все хорошо и она согласилась, чтобы ее похитили из-за брака. Она извиняется за то, что была непослушной дочерью и сбежала от своих обязанностей, надеясь, что из-за этого ее семье ничего не угрожает. Она говорит отцу, что когда-нибудь снова с ним встретится и расскажет всю историю, но до тех пор он должен верить в нее. Он понимает, что Селия должно быть где-то рядом, и если он выбежит на улицу и начнет звать ее, она услышит. Но когда стражники спрашивают его, что случилось, он говорит, что ходил во сне. Он решает сохранить в тайне, что Селия приходила сюда, надеясь, что она когда-нибудь снова его навестит. Рио и остальные наблюдают за этим с неба, и он спрашивает Селию, уверена ли она, что не хочет встретиться со своим отцом. Она отвечает, что все в порядке, вытирает слезы и благодарит Рио за предоставленную возможность. Он обещает, что в следующий раз, когда они будут здесь, она сможет с ним встретиться. Тем временем из Редании возвращается много людей, и их огромный летающий корабль внезапно наклоняется и шатается. Лот удивляется, что происходит, и тут вбегают ее служанки, охваченные паникой. Они говорят, что рядом с ними появился черный дракон, и они собираются совершить экстренную посадку в ближайшем городе. Вскоре их корабль приземляется в портовом городе Ноикс, и все выходят посмотреть на дракона. Капитан корабля говорит Лоту, что, к счастью, дракон их не заметил, но все равно решил приземлиться, чтобы не рисковать. Лот благодарит его за быстрое и мудрое решение, а затем ее помощник обращает ее внимание на другой летающий корабль, принадлежащий герцогу Густаву. Когда она сходит с корабля, она сталкивается с каким-то дворянином, который правит этим городом, и в следующую секунду слышит раздражающий голос героя, который говорит, что рад снова ее видеть. Она спрашивает, что он здесь делает, ведь до праздника еще далеко. Хиро говорит, что у герцога Густава здесь были дела, и он предложил посетить торговую гильдию Лота, поэтому он пошел с ним. Но они также заметили черного дракона возле своего корабля и были вынуждены совершить аварийную посадку. Герой говорит, что им нужно найти способ справиться с драконом, прежде чем они доберутся до места назначения. Поэтому Гаста спрашивает у случайного дворянина, может ли он предоставить им место для отдыха и придумать стратегию, и тот сразу же приглашает их в свой особняк. Тем временем Рио и его девушки добираются до города Редания, который кажется довольно оживленным. Внезапно Селия замечает, что Ишии нет, и Рио бросается на ее поиски. Он находит ее, когда она жадно поглощает мясные шашлычки и извиняется перед продавцом. Он спрашивает, сколько стоит шашлык, но продавец говорит, что за еду уже заплатил какой-то пьяный парень в углу. Продавец предлагает Рио и Селии тоже угоститься, но они вежливо отказываются. Он говорит, что им не стоит беспокоиться,
потому что ребята, похоже, получили хорошую работу, готовясь к отъезду героя, и он заработал слишком много денег. Рио удивляется, услышав, что герой покинул город, и расспрашивает продавца о нем. Хотя мужчина ничего не знает о герое, он говорит, что король Галлар пригласил его на вечеринку, где будут присутствовать и другие герои. Рио и Селия переглядываются, понимая, что им тоже нужно сменить направление. Тем временем в городе Наа Лот и остальные собираются на совещание. Она объясняет, что появление дракона возле города очень плохая новость, потому что обычные люди даже не надеются победить его. Она говорит, что в худшем случае им придется эвакуировать всех жителей города, пока дракон его не разрушил. Городской лорд говорит, что начнет эвакуацию в качестве меры предосторожности, и тут Густав спрашивает, что они будут делать дальше. Внезапно Хиро спрашивает, что она собирается делать дальше, и она отвечает, что собирается вернуться в свой город, потому что ей нужно как можно скорее приступить к своим обязанностям губернатора. Она говорит, что поедет по суше, но Хиро против, потому что девушки, путешествующие без охраны, наверняка попадут в беду. Лот заверяет его, что ее служанки умеют сражаться, но он говорит, что этого недостаточно. Он внезапно предлагает пойти с ней, и дочь герцога говорит, что нехорошо навязываться другим. Но герцог велит ей заткнуться, когда говорит мужчина. Лоу говорит Хиро, что ей не нужна его помощь, и кроме того, она не хочет, чтобы герой из другой страны рисковал своей жизнью ради нее. Хиро внезапно начинает вести себя жестко, говоря, что это не в его стиле убегать в безопасное место, пока красивые девушки в опасности. Герцог Густав тоже готов поддержать его в любом решении и говорит, что они пойдут с ним, если Хиро решит отправиться с Лот. Он говорит, что им не о чем беспокоиться, пока он с ними, а затем достает свою катану. Он говорит, что это меч Экскалибур, и что он сам придумал ему название. Хотя этого достаточно, чтобы понять, что он только болтает, но она решает не расспрашивать дальше, потому что это может раскрыть ее тайну. На следующее утро Лот и ее группа собираются уезжать, когда к ним подходит рыцарь по имени Реймонд, который отвечает за их безопасность. Он потрясен, увидев Арию, помощницу Лота, потому что они были знакомы раньше. Он говорит, что сожалеет о том, что ее семья лишилась власти, но Ария отвечает, что у нее все хорошо, потому что Лот взял ее к себе. В этот момент туда приходит Густав и говорит Лоту, что герой готов к отъезду и им пора отправляться. Их спокойный голос вскоре доносится до уха Арии, которая стоит на дороге посреди леса. Она говорит всем остановиться, потому что поблизости монстры. Служанки сразу опускают железные ставни, чтобы защитить людей в карете, а Ария берет ситуацию под контроль снаружи. Солдаты в замешательстве, потому что не видят никаких монстров, но она говорит им, что они приближаются с обеих сторон в огромном количестве. Внезапно с обеих сторон дороги появляется огромная орда гоблинов и начинает забрасывать рыцарей камнями. Служанки используют магические барьеры, чтобы защитить их, а затем Реймонд тоже командует своими солдатами. Однако с других сторон тоже приближаются монстры, и все начинают паниковать. Ария говорит им сохранять спокойствие и приказывает служанкам присоединиться к ней в бою. Она говорит стражникам, чтобы они защищали их, а сама идет навстречу армии монстров. Она поражает их мощным заклинанием, а затем бросается вперед, чтобы зарубить оставшихся мечом. Тем временем остальные горничные тоже готовятся к бою и прикрывают другие направления. Однако главный злодей, который организовал это нападение, чтобы убить Лота и Флору, наблюдает за всем сверху. Он впечатлен силой Лота и других горничных, но считает, что рыцари слабее их, и это его шанс напасть. В это время герой в карете начинает волноваться. Он не понимает, что происходит снаружи и почему бой так затянулся, несмотря на большое количество воинов. Флора напугана, Лот держит ее за руку, и герой пользуется этим, чтобы взять за руку блондинку, которая готова ради него на все. Вдруг что-то ударяет по крыше кареты, и она дребезжит. Герой говорит, что с него хватит, и достает меч, говоря, что он быстро разберется со всеми монстрами снаружи. Он распахивает дверь и выходит, все еще держа за руку Лоли. Лот пытается его остановить, но это бесполезно, и она понимает, что тоже должна выйти, чтобы этот идиот не погиб. Она говорит Флорину, чтобы он ее подождал, и выходит проверить обстановку. Она активирует магический барьер и с удивлением видит огромное количество монстров. Она просит Флору выйти, но держаться рядом с ней, и они подходят к герою и блондинке. Герой нервничает и думает, что они проиграют этот бой, но Лот просит его довериться профессионалам, которые знают, что делают. Он начинает ныть и жаловаться, что никто его не подготовил к этому. Он думал, что с его способностями будет легко жить в выдуманном мире, но оказалось, что это слишком сложно. Оставшись в безвыходном положении, Лот решает взять дело в свои руки. Она просит низкорослую позаботиться о Флоре, а сама идет лечить раненых, накладывая исцеляющую магию на рыцарей, пока Ария рассказывает ей о ситуации. Она разобралась с монстрами впереди и теперь направляется к тылу, чтобы помочь. Но это было именно то, чего хотел злодей, и как только она оказывается позади, он появляется перед конвоем.
Арья быстро расправляется с монстрами одного за другим и говорит рыцарям отойти в сторону, потому что она справится сама. Вдруг они слышат громкий и ужасающий рев, и появляется огромный черный минотавр. Все в панике, и низкорослая говорит Лоту, что это легендарный монстр, который был на войне между демонами и богами. Хероба думает, что им конец, но к его ужасу с другой стороны появляется еще один минотавр. Он спотыкается о камень и падает на землю, дрожа от страха. Арья пытается подбежать к ним, чтобы помочь, но монстры не дают ей шанса, и первый минотавр нападает и на нее. С другой стороны, второй минотавр одним ударом отбрасывает карету, а затем тянется к Флоре. Она слишком напугана, чтобы двигаться, и Лот спасает ее от атаки монстра. Но теперь они оба уязвимы, и минотавр готовится убить их одним ударом. И тут, откуда ни возьмись, кто-то проносится мимо них и ранит минотавра в руку. Затем он подпрыгивает и выбивает меч из рук минотавра, убивая его. Это Рио, который изменил свою внешность. Но увидев эту сцену, Флора вспоминает, как он спас ее от минотавра в лесу. Рио подходит к ним, но тут на него нападает другой минотавр. Он бросается на него и сражается на мечах с огромным монстром, отбрасывая его мощным заклинанием ветра. Монстр снова нападает на него, но Рио уклоняется от его тяжелого удара и ранит его так быстро, что никто даже не успевает заметить. Минотавр исчезает, а солдаты благодарят Рио, в то время как монстры теперь боятся за свою жизнь. Густав, Лот и другие подходят, чтобы поблагодарить Рио, но увидев, что Флора смотрит на него, он боится, что она его узнала. Он не ошибается, потому что Флора уверена, что этот человек перед ней Рио, хотя он выглядит совсем иначе. Лот благодарит его за спасение и представляется губернатором соседнего города. Рио называет вымышленное имя Харута, что шокирует Флору. Она все еще спрашивает, встречались ли они раньше, но он отказывается что-либо вспоминать. Густав спрашивает Рио, не дворянин ли он из какой-нибудь страны, но тот отвечает, что он просто путешественник, который любит фехтование и не связан ни с какой страной. Густав удивлен, услышав это, и говорит, что фехтовальщика его уровня примут везде, куда бы он ни отправился. В этот момент подходят служанки Лота, и одна из них сразу же узнает Рио как Харута. Но очевидно, он не помнит всех девушек, с которыми когда-либо встречался, поэтому спрашивает, кто она. Брюнетка говорит ему, что она Хлоя, та самая, которая помогла ему с покупками, когда он приходил в их супермаркет несколько дней назад. Теперь он ее вспомнил и говорит, что она не знала, что он был одним из их покупателей. В этот момент появляется бесполезный герой Асфальта и напыщенно представляется как герой. По имени Рио понимает, что он японец, и решает вести себя скромно перед этим придурком. Герою это льстит, и он говорит, что Рио достойно сражался. Рио благодарит его за похвалу, а потом говорит, что чувствует себя неловко в присутствии таких важных людей. Герой говорит, что не стоит так говорить, ведь Рио в одиночку победил двух минотавров, и это задевает его эго. Он уходит и говорит двум принцессам, чтобы они шли с ним, но Флора задерживается рядом с Рио, пытаясь развеять свои подозрения. Но когда герой снова зовет ее, она уходит, и теперь Рио уверен, что она его узнала. Он решает не обращать на нее внимания, потому что его гарем становится слишком большим и сосредотачивается на Лот, потому что у нее есть власть и деньги, в отличие от принцессы. Он предлагает помочь ей починить их карету, и она соглашается. Она отправляет своего помощника проверить другие дела, и Рио понимает, что это та самая девушка, о которой только что говорила Селия. Несколько минут назад, когда он летел над лесом с Селией и Азией, они заметили внизу сражение. Селия сразу узнала Арию, свою подругу по академии, и вскоре на поле боя появились минотавры. Риоя велел Азии отвезти Селию в безопасное место, а сам спустился вниз, чтобы всех спасти. Сейчас он рассказывает, как срезал крышу кареты, чтобы превратить ее в кабриолет. Лот говорит, что это впечатляет, а Рио отвечает, что это благодаря его мечу, древнему артефакту, но на самом деле это просто его искусство владения мечом и реальность. Когда он заканчивает чинить карету, к нему подходит светловолосая служанка с соком и ясно дает понять, что готова на все, что угодно сегодня вечером. Рио ошеломлен, но только говорит Лоту, что у него интересная компания служанок. Затем Хиро подходит к мечу Минотавра, торчащему посреди дороги, и просто отбрасывает его в сторону своей невероятной силой. Все, включая Рио, впечатлены, а Хиро самодовольно и снисходительно улыбается, проходя мимо. После этого Рио присоединяется к дворянам в их карете, Лот все еще благодарен ему, а Хиро пытается вести себя агрессивно на протяжении всего путешествия. С другой стороны, Мэй, Аки и Масао изучают язык этого мира у Латифы. Как только урок заканчивается, друзья Масао приглашают его на рыбалку, и он сразу же уходит, пренебрегая тренировками по искусству владения мечом. Латифа говорит девочкам, чтобы они не обращали внимания на Масао и хорошо занимались сами. Зеленоволосая эльфийка учит их основам искусства владения мечом, и Мэй оказывается намного лучше Аки в этом. Аки расстраивается из-за этого и начинает сомневаться в своих способностях. Она идет прогуляться, чтобы развеяться, и видит двух детей, играющих возле алтаря.
Это внезапно возвращает ее в прошлое, когда они с братом Харуто и я тоже играли в дочки матери. Они были по-настоящему счастливы, но это было до того, как их родители развелись, и вскоре Харуто и отец уехали. Аки заплакала, когда попросила его остаться, напомнив, что он обещал всегда быть с ней. Но брат только извинился и ушел. Аки отвлекается от этих мыслей, когда Латифа возвращается с овощами для ужина, и они вместе идут домой. Когда еда уже на столе, Аки жалуется, что Масады до сих пор нет. Она говорит, что когда они только приехали в деревню, он был слишком взволнован, чтобы что-то делать. Затем она вдруг спрашивает Латифу, как они с Рио себя чувствовали, когда только приехали сюда, и зеленоволосая эльфийка смущенно опускает голову. Латифа рассказывает, как девочки напали на Рио, думая, что он хочет ее похитить, но когда они узнали правду, то сразу же извинились. Девочки вдруг вспоминают, что когда Рио был без сознания, он плакал и звал Ми. Мы с Эки удивляемся, услышав это, а Ми немного радуется, но Аки явно расстроена. Настроение становится напряженным, но, к счастью, в этот момент возвращается Массетта с огромной пойманной рыбой. Все забывают о том, что только что обсуждали, и рыба выскальзывает из рук Масата, вызывая панику и хаос. Позже, когда Ми тренируется в магии духов в своей комнате, девочки заходят к ней, чтобы рассказать что-то об Аки. Тем временем Аки и Латифа наслаждаются купанием на свежем воздухе. Аки расспрашивает Латифу о ее путешествии с Рио, и она рассказывает, что была рабыней-убийцей. Но если вкратце, Рио освободил ее и привел в эту деревню, чтобы она могла жить счастливо. Аки извиняется за то, что поднял такую деликатную тему, но Латифа говорит, что все в порядке. Потому что теперь она думает, что все трудности, с которыми она столкнулась в жизни, привели ее к Рио. Это заявление находит отклик у Аки, которая говорит, что ее предал брат, которого она любила и которому доверяла в детстве. Однако, когда ее мать снова вышла замуж, у нее появился старший брат Така и младший брат Масада. Она говорит, что Така был добрым и заботливым старшим братом, о котором она всегда мечтала, и он всегда ей помогал. Поэтому она тоже хотела помочь найти его, но это оказалось очень сложно, потому что она даже не может научиться духовным искусствам. Латифа говорит, что, возможно, она ничем не сможет ей помочь, но все равно просит ее прийти, если ей понадобится кто-то, кто выслушает ее проблемы. На следующее утро Эки выходит из дома рано утром, чтобы потренироваться, а остальные девочки решают сделать для нее что-то особенное. Как обычно, у нее не получается освоить духовное искусство, но, вернувшись домой, она чувствует сладкий запах. Эльфийка встречает ее, и Аки с удивлением видит, что она одета в школьную форму Ме. Она спрашивает, почему она так одета, и эльфийка отвечает, что хотела надеть особенную одежду, чтобы сделать ей особенный подарок. Вдруг Мэй приходит с только что испеченным яблочным пирогом, который она очень любит. Бекки рада этому, но спрашивает, по какому поводу. Девочки говорят, что это их способ подбодрить ее, пока она занимается, и она начинает плакать от благодарности. А в это время император Надаль из соседней империи Праксия наблюдает за столицей сквозь дождь. Он выглядит довольно скучающим, и тут в комнату заходит авантюрист по имени Люциус, который убил мать Рио. Он говорит, что Надаль, похоже, хочет начать войну. Люциус рассказывает ему о проблемах в соседних королевствах, и Надаль говорит, что отправил туда своего посланника для установления дипломатических отношений, пока он готовит армию. В этот момент в комнату входит посланник, и это никто иной, как злой гений. Он говорит Люциусу, что искал его, потому что ему нужна его помощь. Он объясняет, что пришло время привести их план в действие. Но появилась неожиданная угроза, и пока они с ней не разберутся, они ничего не смогут сделать.